Hey everyone! Айрат Сафин, канал Food Style. И сегодня я приготовлю слойки. Обычные слойки. Они могут быть с чем угодно. У меня будут вот с такими прекрасными бананами. Свежими вкусными бананами. Если сейчас кто-то скажет, что ну чего там сложного приготовить слойки. 0 вопросов. Готовьте слойки. Кто не умеет, смотрим рецепт, учимся, делаем быстро, просто, вкусно, очень аппетитно. Поехали. Что нам нужно для слоек с бананом? Конечно, бананы. Чистим бананы, нарезаем мелко, измельчаем, делаем начинку для слоек. Тесто я взял обычное, магазинное, заморачиваться не нужно. Из него можно сделать как слойки, так круассаны, еще что-нибудь. Нарезаю мелко-мелко банан. Чем мельче, тем лучше, чтобы было легче раздавить. Сделать банановое пюре. Второй банан пока откладываю в сторонку, он мне понадобится чуть позже. Насыпаю прям столовую ложку сахара. И делаю банановое пюре. Если будете делать с яблоками, то яблоки тщательно моем, очищаем кожуру, нарезаем достаточно мелко, но пюре из яблок не делаем, а просто нарезаем достаточно мелко, мелкими кубиками яблоки, естественно, без сердцевины, и процесс тот же самый. Вот такое вот банановое пюре, как кашица с комочками. Отставляем в сторонку, занимаемся тестом. Тесто, как я уже сказал, я взял обычное слоеное, но чтобы оно не затвердело, я его разминаю без муки. То есть, если мы будем добавлять муку, то тесто станет твердым. А если его сделать без растительного масла, попробовать раскатать, то оно будет прилипать к скалке. Добавляем растительное масло, любое, нейтральное, без запаха. И раскатываем тесто в одну сторону. Секрет слоеного теста, его нельзя раскатывать в две стороны. Раскатываем только в одну сторону. То есть вот сюда я его раскатывать не буду. Слишком тонко раскатывать тоже не надо. То есть оставляем такую вот толщину приблизительно, ну, сколько здесь, миллиметров 7-8. То есть тоньше раскатывать оно порвется просто-напросто. Все, что нам осталось, мы берем шпатель, нарезаем на ровные квадратики и делаем наши слойки. Нарезаю вот так вот. Раз. Нарезаю. 2 и нарезаю 3. Вот таких вот получится у меня 6 очаровательных слоечек. Смотрим внимательно, следим за руками. Ничего тут сложного нету. Выкладываю одинаковое количество пюре. И вспоминаем про наш второй банан. Его мы не разминаем в пюре, а вот так вот нарезаем кругляшочками. В одинаковом количестве складываем в каждую слойку. Обязательно
посыпаем сахаром, потому что у нас пюрешка с сахаром, а не разрезанные, в смысле разрезанные бананы, они без сахара. Поэтому добавляем сладкого. Ну, буквально пол чайной ложечки. Вот так вот. И начинаем сворачивать наши слойки. Тоже ничего сложного. Лайфхак. Возьмите китайскую палочку и вот таким вот образом защемите слойку с 3 сторон. 4-я она у нас свернута. Не нужно слишком сильно выдавливать, просто вот так вот защемляем. И показываю еще один лайфхак перед тем, как поставить это в духовку. Складываем на решеточку на пергамент. Даем им пространство между собой. И отвлекаемся буквально на 15-20 минут в поддон. Но прежде в поддон я налью горячей воды, чтобы получилась такая расстойка, чтобы они начали чуть-чуть подогреваться и тесто расстоялось. Вот так вот берем кипяток и наливаем его под наши слойки. Как раз минут 10-15, ну может 20 кипяток будет остывать и слоечки расстоятся. И возьмите острый нож и сделайте вот такие вот надрезы. Надрезы по каждой слоечке. Пока мои слойки растаиваются, я подготовлю духовку. Духовку тоже нужно подготовить определенным образом. Если у вас духовка с конвектоматом, это замечательно. Но у большинства я знаю, что не так. У меня тоже не так. Без парогенератора, без конвектомата. Поэтому ставим максимально возможную температуру для вашей духовки. Но перед тем, как включить нагрев, на дно ставим какую-нибудь плошку с кипятком, ну или просто с водой. Она начнет нагреваться, начнет кипеть, будет создаваться пар. Для изделий из теста самая замечательная среда, когда они будут испекаться уже в готовой, подготовленной духовке. 10 минут это расстаивается, духовка нагревается, ну, примерно тоже 15 минут. Встречаемся через 15 минут. Ну и когда практически все готово к тому, чтобы пойти в духовой шкаф, нужно покрыть наши слоечки поварским золотом. Яйцо. Хорошо взбиваем одно яичко. И покрываем слойки нашим взбитым яйцом. Не забываем каждую слоечку присыпать немножко сахаром. Вот так вот чайная ложка на 3 слойки у меня уходит. Все готово. Слойки отправляются в духовку 190-200 градусов, 20-25 минут. Как станут золотистыми, красивыми, так они готовы. Ну и все, что осталось в финальной стадии, это закрыть домочадцев в какой-нибудь дальней комнате, чтобы они не съели, пока это все не остыло. Потому что оно очень горячее и очень ароматно пахнет. Вот такие вот получаются замечательные
слоечки. Просто, вкусно. Если не нравится внешний вид, можно всегда припудрить сахарной пудрой. Спасибо, что смотрели этот ролик. Не забывайте подписаться на канал, если еще не. Лайки, комментарии, все как принято в YouTube. Я Айрат Сафин, это канал Food Style. Пока-пока.